Здравствуйте, мои дорогие. Этот человек ищет с вами встречи. Сегодня смотрим на вот этой замечательной колоде Таро Le Tarot Camilo. Отлично. Люди, кто знает французский язык? Вот именно так, как хорошо, знаете, который изучил этот язык. У вас много времени ушло на то, чтобы вы его изучили? Так, как у вас это получилось? Просто интересно. Легко или тяжело? Итак, этот человек ищет с вами встречи. И для чего? Посмотрим, конечно же, да, кто и для чего ищет встречи с вами. Этот человек ищет с вами встречи. Огромная, замечательная колода. Так, смотрим. Этот человек ищет с вами встречи. Вы можете загадывать, можете посмотреть, тут все равно 4 человека ищут с вами встречи. Этот человек ищет с вами встречи. Этот человек ищет с вами встречи. И вот этот человек ищет с вами встречи. Так. Так. Ой. Есть. Ну, вы можете и загадать, в принципе. Это так. Тоже можно. Вот эти люди ищут с вами встречи. Давайте же смотреть. С первой позиции начинаем. Давайте отодвинем. Так, опа, тут одиночка. Мне немножко светит прям на оба. Не туда, тут куда надо. Отлично. Так, человек немножко, я бы так сказала, удивленный. Здесь одиночка в своем действии. Человек, который в большущих изменениях находится, и ему очень нелегко. А тут я бы так сказала, если это показывает самого человека, он вообще в судьбах людей, когда появляется этот человек, ну реально меняет их жизни, сам того не замечая, может быть, даже. Так. Ну, для чего ищет этот человек встречи, сейчас тоже посмотрим. Для чего же ты ищешь встречи с ней, с ним? Ой, у него есть что-то очень важное для вас, что-то очень ценное. Это он так думает, да, вот либо она. Этот человек думает, что очень важное, ценное есть у этого человека в руках для того, чтобы вы этим воспользовались. Может, этот человек хочет у вас что-то ценное? Ну, по большей части нет. Это что-то, когда вам, да, дают. Но тут хитрость есть какая-то, несомненно. Это мужчина. Или же о мужчине что-то. Я вот, да, вытащила третью карту. По сути, вопрос не был задан, но здесь информация какая-то о мужчине, либо сам мужчина. Так. Так. Это мужчина буквально вот с обложки Таро. Видите? Это он. Так. Ну что ж. Мужчине. Либо мужчина, либо информация о нем. Хорошо. Кто ты для того, той, либо того, кто смотрит? Вот ты ищешь. Кто ты? Для нее, либо для него. Ну что? Здесь так прикольно. Эта башня, она называется... Это интересно, да, вот как дом Бога. Смотрите, тут что-то как... Ну, вот из-за названия я сейчас прям посмотрю лучше, что это. Кто это человек вам? Нет, все-таки. Вижу какой-то спор, конкуренцию. Здесь тема такая: «моё не отдам». А вот кто-то спорит: нет, я претендую на это, то, что... Либо на кого-то. Тут какая-то конкуренция идет. Человек-трансформация. Хорошо, если вы женщина, это кто будет к вам проявляться? Ой. Видите, человек, который на выборе стоит. Ну, в общем, так. Если вы женщина, тут, скорее всего, мужчина, который что-то там выбирает. Ну, в общем, понятно. Снова старая песня о самом неприятном, да? В общем, так. Тут мужчина идет. Мужчина в треугольнике. Все. Давно избитая уже тема. В общем, что-то у него ценное для вас есть. Человек трансформировавшийся, либо находится в самой трансформации. Вот, что я еще хочу сказать. Очень любим мы это слово.
Хорошо, а что, ну вот что-то ценное, что это ценное такое ты несешь ей? Мужик какой-то хочет, ищет встречи с вами. А здесь что он говорит? Боже мой, тут какие-то, то ли у него много денег, и он несет вам какие-то подарки. Ага, видите, как по-старому написаны цифры. Это девятка все-таки. Да, здесь что-то вот как много подарков у него к вам. А либо много денег, хочет дать много денег. Угу. Для вас это что? Вот то, что он хочет вам дать, это вообще как? О чем-то? Для вас это император, стабильность, король. Нет, тут что-то очень интересное. Смотрите, два одинаковых мужика, один старый, один молодой. Ну, это он один. Это вот его решение, четкое, непоколебимое решение. Но для вас это какая-то возможность получить больше, возможность держать больше, ну вот как каких-то ценностей в своих руках. Также это может быть человек, который изменил свое мнение о ситуации и несет это ценное что-то да вам, как уже результат. Ну, в принципе, интересно. То есть ищет человек. Хорошо, ты найдешь встречу, найдешь к ней путь. Как-то она говорит, слишком сильно запечатана. Слишком много людей нужно пройти для того, чтобы открыть путь к ней. Это человек ищет через других людей дорожечку к вам. Возможно, не знаю, в блоке забыл номер, потерял номер. В общем, тут все что угодно может быть. Да, расспрашивает о вас. И друзей, и не друзей. Очень много. Очень много людей расспрашивает о вас. Через других людей ищет о вас информацию. Ему что-то говорят, он найдет к вам? Ну да, найдет, проявится, человек проявится. В общем, хорошо, ждите какого-то мужчину с каким-то ценным подарком, предложением, чем-то ценным. Так, что у меня голос в последнее время подводит. Так, что у нас там дальше? Так, 2, позиция номер 2. Что у нас тут? Кто к вам? Ну, опять. Король жезлов у нас на пороге. Ну, по крайней мере, ищет с вами встречи какой-то мужчина. Кто ты такой? Давайте я перетасую колоду. Ой, прикольнейшая колода. Люблю эти большие карты такие. Очень интересные. Так, давай посмотрим, кто такой. Кто ты такой? Для чего ты ее ищешь? Так, ну, для наведения порядка, восстановления справедливости. Что тут? Может отдать какие-то документы. Для чего ты ищешь? Для правды. Ты хочешь забрать или отдать? Мне просто интересно. Опять какой-то момент конкуренции. Ой, куча у него мутных думок, мутных каких-то ходов. Тут что-то такое, вот как, может быть, как говорится, многоходовочка в вашу сторону. Вот так и будет. Где-то с 5-го касания этот человек постарается, взять от вас то, что хочет. Кто ты такой для нее? Финансовая карта идет. Ну, то есть эта карта, вот я бы так сказала, деньги, которые несут люди вам. Кто ты такой для нее? Он вам буквально это все несет. Еще один мужчина с подарками. Слушайте, загадали бы всех, да? Вот смотрите, тут подарки несет, тут подарки. Ну, не зря у нас такой период хороший. Пускай несут. Ну, видите как, вот он, мужик с пентаклем, он один из всех. Тут огромный какой-то подарок может мужчина нести, пускай несет. Замечательно, все, что тут смотреть, ну, праздники на носу, конечно, они несут подарки.
Или, может, если вы смотрите после праздников, запоздалые подарки точно будут. Так, хорошо, отлично. Что тут еще говорить? Давайте спросим, кто он, ты такой для женщины. Тут, или же, если вы мужчина, это все равно как друг, который хочет... Кто ты такой? Разрушилось у нас все. Ищет встречи теперь с вами. Кто ты такой? Еще один. Девочки, это что за истории у вас такие? Ну, видите, тут опять показывают, смотрите, один мужик, второй мужик, женщина. Здесь может быть двое мужчин, одна женщина, двое женщин, одна мужчина. Вот, ну, и здесь такая же ситуация, да, была. Или. Но здесь я вижу, может быть, двое мужчин, одна женщина. Это в большем проценте. Вот, потому что он такой, знаете, я не отступлю, свое не отдам. Но он такой хитрец, хитрый. Вот эти многоходовочки его, конечно, что он от вас хочет получить? Ну, в своих целях, в любом случае, хорошо. Вредно вам или нет, это все. Так, вот по этому магу скажу. Вредно, если вы поддадитесь каким-то там чувствам, и не вредно, если вы просто возьмете то, что вам положено, и просто будете вести себя спокойно. Вредно ли вам? Точно идет, ну смотрите. А тут 5. Видите как? Король ниже, чем как священник, потому что он просто король, а это священник. К чему я веду? Вести себя правильно, ну, скорее всего, это все-таки какие-то свои принципы, свои взгляды на жизнь не попирать, да, свои ценности оставить как ценности. Вот, тут, в общем, смотрите, тоже интересная картина. Так, 2 посмотрели, 3. Ой, еще один мужчина. Довольный, смотрите, какая рожа. Интересная. Потому что эти карты, это чудо, а не карты. Тут можно людей хорошо смотреть. Очень интересный тут человек. В принципе, немножко агрессивный, но посмотрите на его лицо. Вся его агрессия – это просто пыль. Пыль. Завоеватель какой-то. Кто ты такой для той, которая смотрит? Тут у меня женщина смотрит 100%. Кто ты такой? Пока никто, но я стану кем-то. Вот. Это какой-то вот простачок. Вот идет простачок. Ну тут смотрите, опять пентакли. Опять пентакли здесь. Мужчины несут вам ценности. Это тоже мужчина. Вот. Ищут с вами. И вы женщина. Скорее всего, 90% здесь смотрят женщины данный расклад. Если вы мужчина, ну, значит, вас какие-то мужчины ищут. Зачем? Что-то дать хотят. Может, вы ценность какую-то им дали, они вам теперь это все благодарят. Или вы можете им ценность дать, и они благодарят вас за это до того. А он говорит, я сделаю так, что моя ценность возвысится, поднимется в ее глазах. Вот так. Пока никто, но стану кем-то. Я буду делать все для того, чтобы она поняла. Ну, все, знаете, в его понимании, вот в этом понимании этого простачка, это что-то, знаете, как нахрапом брать. Это нормально вообще. Так. А кто ты такой для той, которая смотрит? Пока никто. Ну, вот он и говорит, пока никто. Пока я вот на пороге где-то так нахожусь, ни то, ни сё. Вот. Пока направление держу к ней. Вот. Уже есть какие-то подвижки с его стороны, но это только для него, вам это, я так понимаю, не видно. Нет, какое-то проявление было с его стороны уже. Как один раз, так точно. Выглядывал из своего угла. Что вам с того, что вот он вас найдет? Вы смотрите. 3 подарок. Я вас витаю. У вас 3 подарок. В руке. Ну вы прям вообще капец. Супер. Окей. Девочки, кто сейчас это говорит, что
подарки не дарит, например, да, какие-то проблемы. Вот посмотрите этот расклад один раз, может, второй, но это уже на ваше усмотрение, потому что тут прям вам и один, и второй, и третий несут. Пускай несут подарки. Что это такое? Ничего там взамен не надо. Но у него свое, конечно, видение ситуации. Что это у нас за... Ага, это восьмерочка. Знаете как? Он все-таки смотрит в будущее. Смотрит в будущее. Мечтал о вас, да, мечтал, но теперь следующий шаг делает. У него это такой вот простачок, который действительно постарается завоевать вас. И если вы Пентаклевая королева тут стоите, сидите, сидите. Вот. Причем такая важная, значит, он вам очень ценное что-то дал. Я не знаю, что это такое очень ценное. Это даже, может, не что-то материальное, а что-то очень ценное, с помощью чего вы сможете подчинять пространство себе. Вот. Вот такая тут вещь. С какой целью вообще вот это у него? Видите, как ваше сердце завоевать? Да, да. Посмотрите, какой хороший. Ну ладно, пускай завоевывает. Сколько мужчин? Хороших. Так, давайте посмотрим. Даже не знаю. Дай бог, чтобы все хорошо было здесь. Четвертый. Кто тут вас ищет? Видите, тут все по одному, а здесь у нас целая компания идет. 8 человек, да? Ну, давайте так, тут 5. 5. Я почему-то, знаете, на восьмерку посмотрела. 5 человек и что-то еще у них тут. Какие-то люди. Угу. Ищут с вами встречи много каких-то людей. Они чем-то похожи. Возможно, даже незнакомые люди или какие-то малознакомые люди ищут с вами встречи. Разные люди. Один, например, уже где-то вот в вашем пространстве находится какой-то человек, что-то с вами уже общается. Другие вот вокруг пока что. Почему вы ищете встречу с ней, либо с ним? Чтобы что-то провозгласить. У них какой-то стабильный запрос к вам. Что вы хотите? Ну, это все-таки разговор какой-то. Разговор. Тут вообще такая карта идет. А ну-ка, что вы хотите? У них какой-то есть страх. Они с вами хотят по душам пообщаться. Им нужно этот страх разгрузить из себя. Вот видите, здесь так, чтобы вы эту ценность дали. Видите как, тут люди ценность какую-то от вас хотят. Без каких-то просто подарков, да, если они просто хотят как бы от вас что-то взять, но тут что-то плохое есть от них. Мои дорогие, вы мои коллеги? Смотрите, здесь у нас верховная жрица. А вот это люди, которые идут к вам. Это вы, наверное, специалист в чем-то, и вы можете дать что-то этим людям, как будто бы путь, дорогу, потому что тут запутавшиеся в страхе люди, которым нужно найти выход. Вот вы этот выход знаете. Вы очень много знаете. Смотрите, какая тут красота. Вот. Вот эта женщина, это вы. Они не могут выйти из ситуации. Каждый из них вот в какой-то ситуации, в которой запутался. Может и психолог здесь, и таролог, и регрессолог, и, в общем, много-много разных ологов, которые могут помогать людям. Или специалисты, да, специалист какой-то. Ну, в общем, вы, конечно, на высоте. Так, вот такие люди вас ищут. Хотят с вами какой-то встречи. Вот, кто-то есть уже в вашем пространстве, да. Вот этот кто-то. Не, ну вы хорошо защищены, я так скажу. Люди в растерянности. Хорошо, тот, который вот в пространстве показан, он не представляет никакой опасности. 6. Нет, слишком большое расстояние.
Да, вы даете ценность людям, вот в чем дело. И вот они вас ищут. Ищут. Очень интересный расклад получился. Боже. Много говорят о вас, переговариваются о вас, что-то получают какие-то слухи о вас. Ну, тут и сарафанное радио идет. Вот. Нет того ресурса, который они ждут у них, да, который они ждут от вас. Вот они хотели бы это получить. Тут ничего как бы плохого, но вот они какой-то ответ у вас отримують, да, получают. Вот. Для подальшего движения, для того, чтобы дальше двигаться в жизни. Вот. Мои дорогие, вот такая вот здесь ситуация. Здесь меня могут смотреть мои коллеги даже, да, и я очень ценю. Ваши комментарии особенно ценю. Я знаю, что в основном такие люди, которые держат свои каналы, они почему-то пишут с других аккаунтов. Вот, ну тоже, это тоже ценно. Хотя, если вы напишите со своего аккаунта, я буду очень благодарна. Спасибо вам, мои хорошие. Вот такой вот сегодня интересный расклад. Спасибо вам и коллеги, и те люди, которые приходят за поддержкой, за помощью сюда, и те, которые просто помогают развитию канала, потому что они получают здесь какую-то поддержку и помощь. Вот. Боже, я подумала, что у меня не записывается видео. Вот, я уже испугалась. Благодарю вас, мои хорошие, за все, за вашу как моральную, так и физическую, то есть материальную поддержку. Пускай в ваших жизнях проигрывается только хорошее, да, хорошее здесь из этих раскладов, из этих видео, а также все, что вы приносите сюда, в разы умножается, да, и к вам приходит большим достатком, больше, чем вы сюда даже приносите. Благодарю вас, мои хорошие, до новых встреч, до новых видео, пока-пока.